Вероника спешила на работу, чувствуя холодный утренний ветер, обвивающий ее пальто. Асфальт под ногами был влажным от прошедшего ночью дождя, капли еще стекали с деревьев, а воздух пропитан был сыростью и легким ароматом кофе из ближайших кафе. Улицы были почти пусты, только редкие прохожие спешили по своим делам, словно тени среди тусклого утреннего света. Но что-то было не так. С каждым шагом чувство тревоги росло. Оно не было явным, но прочно поселилось где-то на задворках ее сознания. Она быстро оглядывалась, стараясь убедить себя, что это просто паранойя. Обычный страх, который она испытывала время от времени, когда день начинался не так. Но шаги. Те самые едва слышимые шаги, которые сопровождали ее уже несколько дней, словно неотступная тень, не давали покоя. Каждый раз, когда она ускоряла шаг, шаги за ней делали то же. Она пыталась поймать взглядом источник этого звука, но улицы были пусты. Ей не хотелось признаваться себе, но с недавнего времени она все чаще чувствовала чужой взгляд на себе. Когда она выходила из офиса, кто-то стоял на другой стороне улицы, словно специально ждал, чтобы увидеть, как она уходит. Иногда она видела кого-то мельком в толпе, в автобусе, на остановке. Но теперь этот невидимый наблюдатель начал преследовать ее в мыслях, вытесняя покой и уверенность, которые раньше были нормой. Вероника вошла в офис, стараясь успокоить себя. В конце концов, это могло быть просто совпадение, плод ее воображения. Работа всегда помогала ей отвлечься от тревог. Но едва она пересекла порог, как почувствовала его присутствие. Кирилл. Он сидел за своим столом, слишком близко от ее кабинета. Его глаза светились каким-то странным, недобрым интересом. Он всегда был рядом, на всех совещаниях, корпоративных мероприятиях. Даже в столовой он почему-то оказывался за соседним столиком. Сначала она считала это просто стечением обстоятельств, но с недавних пор его присутствие стало ощущаться давящим, словно он заполнил собой все пространство вокруг нее. Сегодня Кирилл выглядел немного иначе. Его улыбка была более натянутой, как будто он пытался скрыть что-то. Он бросил на нее взгляд, который Вероника почувствовала кожей, тяжелый и пристальный. Он поздоровался, как обычно, с дружелюбным тоном, но в этом приветствии было что-то фальшивое, что заставило ее кожу покрыться мурашками. «Привет, как дела?» — спросил он, как будто между ними ничего необычного не происходило. Но этот вопрос вызвал у нее новый прилив тревоги. «Нормально», — коротко ответила она, даже не оборачиваясь. Ей нужно было сосредоточиться на работе, но мысли не оставляли ее в покое. Она начала замечать мелкие детали, его шаги по коридору, как он медленно проходит мимо ее кабинета, задерживаясь у двери, как он смотрит на нее, с той же странной, чуть навязчивой усмешкой. Каждый раз, когда она ловила его взгляд, он, казалось, не спешил отворачиваться. Как будто специально ждал, чтобы их глаза встретились. Накопившаяся тревога росла день за днем. Вероника чувствовала, что она на грани. Ее телефон начал получать анонимные сообщения. В них не было ничего угрожающего, но они были странно личными. «Я знаю, что ты любишь чай с молоком, ты всегда уходишь в 18:15». Она не могла сказать никому. Кирилл был в хороших отношениях с начальством. Да и кто бы поверил ей? Это все могло показаться случайностями. Вечером того дня она задержалась в офисе. Все снова было как-то не так. Офис почти опустел, свет в коридоре стал тусклым, как будто сгущалась ночь. Она ощущала, что осталась одна. Но это было не так. Когда она собралась уходить, у выхода из кабинета ее встретил Кирилл. Он стоял слишком близко, его лицо казалось напряженным, как будто что-то его мучило. «Тебе не кажется, что нам стоит поговорить?» произнес он, и его голос прозвучал необычно резко. Вероника шагнула назад, ее сердце бешено колотилось. Что-то в его взгляде, в том, как его пальцы нервно дергались, напугало ее. Она пыталась сделать вид, что все нормально, но в душе ее охватил панический страх. «Кирилл, извини, мне пора». Она направилась к двери, но он заблокировал выход, улыбнувшись холодной улыбкой. «Ты не понимаешь, Вероника, я не могу больше ждать.
Его голос стал прерывистым, почти истерическим. «Я следил за тобой. Мне нужно было понять тебя, изучить каждую деталь твоей жизни. Ты моя. Ты всегда была моей». В тусклом свете его лицо казалось искаженным, как будто маска срывалась с него, открывая настоящую природу. Она резко оттолкнула его. Ее тело действовало быстрее, чем разум, и бросилось к ближайшей лестнице. Кирилл кинулся за ней, его шаги раздавались глухо в пустом коридоре, как удары сердца. Она мчалась вниз по ступенькам, забыв про все на свете, слыша только его преследующие шаги. Вероника чувствовала, как отчаяние и страх сжимают ее грудь. Но внезапно шаги прекратились. Вероника остановилась на первом этаже, тяжело дыша, ее сердце колотилось. Она обернулась, и никого. Коридор был пуст. Казалось, что время остановилось. Она сделала несколько осторожных шагов вперед, ее дыхание было сбивчивым. Но когда она подошла к двери, которая вела на улицу, Кирилл появился из тени. Он схватил ее за руку, с какой-то нечеловеческой силой, его лицо было в безумном выражении. «Я просто хотел, чтобы ты поняла». Закричал он, его голос вибрировал от напряжения. И вдруг раздался резкий звук, дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял охранник офиса, которого вызвал кто-то из сотрудников, заметивший странное поведение Кирилла ранее. Кирилл в замешательстве ослабил хватку, и Вероника вырвалась. Охранник бросился на него, а она выбежала на улицу, дрожа всем телом. Дыхание сбивалось, улица казалась спасением. Вероника стояла на улице, оглушенная собственным страхом. Ночной воздух обжигал ее легкие, и в голове кружились обрывки мыслей. Что только что произошло? Она смотрела на двери офиса, которые теперь казались ей воротами в какой-то кошмар. Кирилла увели внутрь, но его образ все еще не покидал ее сознание. Безумный взгляд, напряженные черты лица, его голос, полный яростной одержимости. Она нащупала в кармане телефон, пальцы дрожали, когда она искала номер подруги. Лена всегда знала, как успокоить ее. Но звонок не прошел, в ее сознании все еще билась мысль о том, что это далеко не конец. Она чувствовала это. Несколько дней после случившегося все казалось странно тихим. Вероника оформила жалобу, и Кирилла временно отстранили от работы, пока шло внутреннее расследование. В офисе было как-то пусто без его присутствия, и хотя теперь она могла спокойно дышать, внутри росло ощущение, что что-то не так. Она сидела за своим столом, уставившись на экран компьютера, когда к ней подошел начальник. «Вероника, можно на минутку?» Его голос был непривычно серьезным. Она подняла взгляд, и сердце ее жалось. Что-то в его выражении лица выдавало скрытую тревогу. «Конечно, что-то случилось?» Она попыталась сделать вид, что все в порядке, но внутри тревога вновь начала подниматься. Начальник замешкался, а потом, тяжело вздохнув, заговорил. «Мы получили неожиданное известие. Кирилл пропал». Эти слова эхом прозвучали в ее голове. «Пропал?» Она не могла понять, что это значит. Всего пару дней назад его должны были направить на психологическую экспертизу. Как он мог исчезнуть? Его не было дома, его телефон отключен. «Полиция пока не может его найти», продолжал начальник, понизив голос. «И, Вероника, полиция хочет поговорить с тобой». Допрос оказался мучительным. Полицейские задавали однотипные вопросы, касаясь всех деталей ее взаимодействий с Кириллом. Ее рассказ о преследовании выглядел пугающе знакомым. Оказалось, что раньше на него уже жаловались другие сотрудники, но никто не придавал этому значения. «Он одержим вами, мисс Бойко», сказал один из следователей, пожилой мужчина с глубокими морщинами на лице. «Обычно такие люди не просто исчезают. Они могут затаиться, выжидать подходящего момента». Эти слова заставили ее сердце колотиться сильнее. Вероника ушла домой, чувствуя себя загнанной в ловушку. Каждая тень за окном теперь казалась ей воплощением Кирилла. Каждый звук в подъезде — его шагами. Она долго не могла уснуть в ту ночь, ворочаясь в постели, пока не отключилась от усталости. Ночь окутывала ее сознание, когда Вероника проснулась от странного шума.
Это было что-то тихое, почти неразличимое, как будто кто-то осторожно шел по ее квартире. Сердце ее забилось быстрее, и холодный пот проступил на лбу. Она прислушалась, снова этот звук. Медленные шаги, словно кто-то осторожно пробирался по коридору. В голове мелькнула мысль о том, что это может быть кто-то из соседей или просто ее воображение. Но интуиция, эта непрерывная тревога, кричала о другом. Она медленно потянулась к телефону, стараясь не делать резких движений, и нащупала его на тумбочке. Экран светился, показывая время — 3 часа 27 минут ночи. Ее пальцы замерли над кнопкой вызова полиции, когда шаги прекратились. В комнате было тихо, только звук ее дыхания нарушал тишину. Она приподнялась, пытаясь уловить малейший шорох. Сердце гулко стучало в груди. Вдруг в отражении окна она заметила что-то, что заставило ее застыть. Чья-то тень мелькнула в темноте, а затем появилась у двери ее спальни. Ее парализовало. Тень медленно двигалась к ней, и Вероника осознала — это был Кирилл. Лицо его было искажено, но теперь не от ярости, а от какого-то болезненного спокойствия. Он не выглядел напуганным или злым, напротив, его спокойствие было страшнее любых эмоций. Он стоял у порога, рассматривая ее. «Я так скучал по тебе», — его голос разорвал тишину. Он звучал странно мягко, как будто это был разговор двух старых друзей. Вероника не могла сдвинуться с места. Ее разум лихорадочно пытался найти выход, но тело не слушалось. «Ты думала, что сможешь от меня сбежать? Что эта глупая полиция сможет меня остановить?» Продолжал он, медленно приближаясь. Ее дыхание стало частым и прерывистым, как будто воздух не мог полностью заполнить легкие. Паника обрушилась на нее, и, наконец, она срывалась с кровати, бросившись к двери. Но Кирилл был быстрее. Он схватил ее за руку, прижав к стене. «Ты ведь понимаешь, что это все ради нас?» Шептал он ей в ухо, его дыхание обжигало кожу. «Никто тебя не поймет так, как я. Никто». В этот момент что-то щелкнуло в ее сознании. Отчаянный крик прорвался сквозь ее страх. Она ударила его локтем, затем коленом в пах и вырвалась, бросившись к двери. Рывком открыв ее, Вероника выскочила в коридор. Она побежала, не оглядываясь, спотыкаясь о собственные шаги, спускаясь по лестнице в ночную темноту. На улице ее окружила прохлада и тишина. Но Кирилла нигде не было. Казалось, что он исчез так же внезапно, как и появился. Позже полиция нашла его неподалеку от ее дома. Кирилл был полностью сломлен, он не сопротивлялся аресту, как будто его безумие внезапно схлынуло. На допросе он признался в том, что все это время следил за Вероникой, и что его навязчивая идея овладела им настолько, что он потерял связь с реальностью. Вероника долго восстанавливалась после того, что произошло. Терапия помогала, но страх преследовал ее в каждом углу. Однако со временем она начала возвращаться к нормальной жизни, шаг за шагом восстанавливая контроль над своей реальностью. Тень Кирилла постепенно исчезла из ее жизни, как и он сам.